Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас прогноз на август месяц, весы. С чем вы заходите в август месяц? Ну, главным образом я хочу сказать, что в ваш дом заходят очень мощные энергии. Июль для вас был непростым. В июле начали происходить с вами некие внутренние трансформации. У кого-то вполне возможно это было довольно-таки непросто, у кого-то прям жестко, но вы должны понимать, что это все во благо вам. То есть идут те события, те энергии, которые хотят вынести из вашего поля, из вашего пространства все то ненужное, все то уже отжившее, которое разрушает вас и мешает вам двигаться дальше. Итак, с чем вы заходите? Семерка жезлов и колесница. Это очень мощный внутренний импульс, который вас подвигает отстаивать свое. Свои границы, свои желания, свои мечты, свой выбор. То есть вы намерены, кто-то прям даже по колеснице имеет довольно твердое намерение идти именно туда и делать именно то, и жить именно так, как вы хотите, как вы это видите. То есть здесь, знаете, происходит, у кого-то уже произошла некий такой в июле может быть прессинг, который заставил вас воспрянуть, да, воспрять духом, вот прям додавить, пока этот свет не будет выплескиваться и скажете нет, хватит. То есть здесь вот такой импульс. У кого-то он может быть слабее, у кого-то он мощнее, у кого-то более осознанно, у кого-то менее осознанно. Но так или иначе, поскольку это все-таки старшие арканы, здесь у вас очень много старших арканов, то есть мощные энергии зашли к вам, и они будут все, ну не хочу сказать переворачивать, но будут выметать все ненужное и как бы сподвигать вас вот к этой внутренней перемене, как бы внутренней самоочистке. Что они показывают на август? Восьмерка жезлов и маг. То есть по восьмерке жезлов вполне возможно это остаточные убеждения или мнения, что вы находитесь в неких ограничениях. Но по восьмерке жезлов это мнимое ограничение. И вообще все ограничения, которые есть у человека, это его личные ограничения, которые он сам себе создает. Которые он сам себе создает, и потом в них начинает верить и, в общем-то, заблудился в трех соснах, да? По магу это та самая энергия, ваша собственная, да, естественная, истинная, которая пробуждает вас вот это вот желание выйти из этих ограничений, желание что-то сделать, желание понять, увидеть причину, в чем эти ограничения, почему другие могут, я не могу. Это очень мощная внутренняя работа. Вообще я хочу вам сказать, что по большей части основная, да, масса перемен, она происходит сначала внутри человека. Этому могут способствовать какие-то внешние события, внешние обстоятельства, помогая человеку, да, как бы его наводя
на определенные размышления, на определенные вопросы. Так вот здесь по магу вот это вот волевой ваш стоп, вот эта естественная, истинная ваша энергия, она будет пробуждаться, и она начнет изливаться. То есть здесь вы будете желать выходить из тех ограничений, которые у вас есть, которые как бы были созданы внешним пространством, вами, как бы до этого момента, да. Луна и влюбленные. Вот я попросила дополнительные карты. Смотрите, здесь обновление. Обновление, вот это основные энергии, которые будут вести вас к гармонии в первую очередь с собой, с самим собой, и раскрывать вам все то, что скрыто от вас, то есть выворачивать как бы наизнанку, чтобы это стало явным. Вот эти вот энергии, да, будут делать. Опять-таки длительность у каждого своя, и процесс этот тоже у каждого свой. Что это значит? Тройка мечей, тройка пентаклей – это выход в нечто новое. По тройке мечей это исцеление тех болячек, тех накопленных блоков, которые были до этого момента. То есть кто обидел, кто кого простить, кого отпустить, всех простить, всех отпустить. И главное, себя отпустить. Когда мы отпускаем и прощаем других, на самом деле мы прощаем и отпускаем себя, мы себе даем свободу. Свободу от прошлого, свободу от обид, разочарований, от предательств, от каких-то там некрасивых вещей со стороны кого-то, да. Здесь не нужно делать разбор, здесь нужно просто сказать: прощаю, отпускаю и, в общем-то, закрываю дверь. По тройке пентаклей это выход в новое. То есть чем больше каждый из вас будет прощаться с прошлым и отпускать, тем больше будет заходить и раскрываться вот это новое. Но если совсем плоско, то здесь вполне возможно некое новое занятие, новая работа, новый коллектив, новая деятельность, которая будет вас поддерживать, да, которая будет поддерживать вас внутренне, опять-таки давая вам стимул, силу к движению дальше, к движению вперед. Вот мне что здесь нравится, так это то, что вам это будет нравиться, да, то есть чем бы вы ни занялись, в какой бы вы коллектив ни попали, может быть, вы начнете чему-то учиться, да, то есть здесь может быть некий обучающий процесс, и вам это будет нравиться, то есть вы вдруг начнете искриться как будто бы изнутри. И вот этот импульс, вот эта искристость, эта энергия, да, которая дремала в вас, но под внешним воздействием вот этого обновления во внешнем пространстве, оно как бы резонирует с вашим внутренним, и оно начинает как бы выплескиваться, да, то есть происходит резонанс, и начинают такие искорки лететь, и вам это начнет нравиться, то есть вы здесь вот в этом процессе будете чувствовать себя свободными, и этот процесс, он как будто бы начнет исцелять ваши раны вдруг, да, неожиданно для вас. Смерть и девятка пентаклей. О чем они говорят? О том, что вы вот через это действие, через это обучение, через раскрытие вот этой вот искристости, да,
которая вас начнет как бы наполнять, вы вдруг по девятке пентаклей подумаете, блин, а у меня и голова на месте, и руки из нужного места тоже растут, да, и соображаю, и получается у меня. То есть это по-новому а, воспринимать себя по-новому, то есть открывать свою самоценность. И вдруг то, что у вас были какие-то убеждения, что ты там что-то не сможешь, или ты там кривой, или косой, или ты там бездельник, или ты там, не знаю, вертихвостка, или еще что-то, да, вот это вот по-новому взглянуть на себя, по-новому. И по смерти это как раз-таки вот эта вот внутренняя трансформация, которая вам будет очень-очень нравиться. Опять-таки дополняющие карты о чем они говорят? О том, что здесь у вас внешний прессинг, он как будто бы продолжится. Но опять-таки принимайте это все во благо. Это не говорит о том, что вам нужно с кем-то спорить. Нет, вам нужно просто заниматься тем, что вы считаете для себя нужным, тем, что вы для себя считаете ценным, и двигаться в этом направлении. Ну, косая, кривая, ну хорошо, косая, кривая, это для тебя косая, кривая. Развернулся, развернулась и пошла. Потому что здесь вам захочется движения, вам захочется развития, но внешняя среда – это ваше окружение, которое будет говорить вам, что куда ты поперлась или куда ты поперся, тебя там что, ждут с распростертыми объятиями, или хорошо ты пойдешь отучишься, дальше что ты будешь делать, как ты на этом будешь зарабатывать, или зачем тебе учиться на права, когда у тебя нет машины, да. Ну вот здесь могут быть разные варианты вообще в целом. Ваша задача просто идти той траектории придерживаться, которую вы для себя определили. А вы для себя по колеснице и по семерке жезлов, вы для себя все-таки ее определили. И у вас вот это вот именно прям упертость, да, это как некое внутреннее такое сопротивление, нет. Говорите, что хотите, я буду делать так, как считаю нужным, да, я все равно буду делать как бы по-своему. Да, как говорят, слушай всех, но делай по-своему. И это будет для вас, в общем-то, неким благом. Более того, здесь, если по тройке пентаклей выходит либо новая работа, вы куда-то пойдете, да, либо обучение, неважно. Но дело в том, что куда бы вы ни пошли, вы там встретите человека, который вас как-то вдохновит или поддержит, в котором вы или коллектив, да, или коллектив. Не могу сказать сразу, что это прям группа единомышленников, нет, но почему-то вы попадете в некое свое пространство, то пространство, которое схоже с вашими энергиями, да, и вам там почему-то будет и спокойно, и хорошо. То есть как бы прийти туда каким-то там, не знаю, испуганным или там готовым к какому-то отстаиванию, а там такого нет. Ну, пришел, вот тебе, вот тебе молот, вот тебе наковальню, давай там куй, да, или вот тебе перо, бумага, давай там записывай, учись, рисуй, ну, что куда. И это будет как-то настолько гармонично, что вы этого себе, ну, как бы не предполагаете, да. То есть здесь придерживаться именно той траектории, которую вы для себя определили. Более того, видя вот этот цвет, который у вас будет раскрываться, вы здесь знаете, по большому счету, вот в августе месяце вам даже не будет не с кем будет поделиться вот этими своими внутренними ощущениями, да, как вам нравится, как у вас получается, что у вас как бы не получается.
Не с кем, потому что вас вот этот свет раскрывающийся, он начнет бесить ваше окружение. Потому что здесь опять-таки как будто бы весь вот этот период будут подколы очень некрасивые, неприятные, типа тебя там еще не выгнали или что там тебя собираются такого болтуса еще там и держать или чему-то обучать. Ну, здесь вот что-то такое, да, крайне неприятное. Но я вижу, что вы все-таки больше настроены будете на то, чтобы это пропускать мимо ушей и настроены на свои внутренние процессы, да, то есть вы начнете через как бы отторжение вас, то есть это будет явно, да, вот это вот отторжение вас вашим окружением, оно как бы будет вас погружать в некую стадию отшельничества, да, хотя здесь этого нет. Но это естественный процесс. Вы просто начнете закрываться от своего окружения. То есть было желание поделиться раз, получил подколы, было желание поделиться на вот этом подъеме, да, эмоциональном. Второй раз получил подколы, и больше вам не захочется. То есть вы начнете здесь как бы отдаляться, хоть и вместе вы там живете, не знаю, в одном доме, в одной квартире, но внутренне вы начнете отдаляться от вашего вот этого близкого окружения. Почему это происходит? Это естественный процесс. Вас, да и любого человека, который начинает выбиваться из того общества, в котором он находится, его начинают подавлять, клевать, потому что он как бельмо на глазу. То есть, что говорят звезды? Звезды говорят: вижу цель, не вижу препятствий. То есть вы определили для себя некий путь. Вы мечтаете, вы знаете, чего вы хотите. Вот это вот время говорит, что время подходящее для того, чтобы стартануть. Стартануть куда? В новый мир, в новую жизнь. То место, которое ты себе рисуешь в своих мечтах. То есть это подходящее время. Не надо ничего торопить. Здесь не нужно не торопиться самому, не желать торопить как бы внешние обстоятельства. Потому что здесь будет идти максимально гармонично для каждого из вас. Максимально мощные зашли энергии, они как-то вас обходили. Видно, пришло время, и они зашли к вам. Это старшие, это мощные энергии, но у каждого они будут идти в своем режиме, в своем темпе. Вот здесь вот как бы вы подходите к тому моменту перехода на новую ступень развития, да, в новый мир. И здесь самое главное понимать, что это не фантазии. Нужно верить себе, нужно верить в себя и понимать, что ты сам для себя спасатель, ты сам для себя и освещаешь, и, в общем-то, определяешь свой путь сам. Что в совете говорят? В совете говорят: проявляй упорство, потому что сейчас самое благоприятное время для выхода на уровень своего изобилия. Но сначала это изобилие нужно раскрыть в самом себе. И раскрывается это через действие, через творческое действие, через познание чего-то нового, потому что, познавая нечто новое, ты
познаешь себя, ты познаешь некую свою, одну из своих каких-то сторон, да, многогранных, которые у тебя есть. То есть здесь самое главное, проявляй упорство в своем намерении двигаться, да, то есть ты наметил для себя, что ты хочешь пойти туда устроиться или попробовать, или ты хочешь пойти чему-то учиться, и не позволяй сбить внешнему окружению тебя с намеченной вот этой вот цели твоей, потому что здесь все будет благоприятствовать. А те неприятные события, и главным образом все эти события, они, как правило, складываются именно в окружении человека, близком, среднем, да, потому что на близкое окружение перемена энергий, она воздействует в первую очередь. И это окружение, скорее всего, не готово и не хочет меняться. Но вы как-то интуитивно, скорее всего, к этому дойдете, потому что у вас будет как бы идти непроизвольно вот это вот желание закрыться от того самого окружения и как-то от него отстраниться внутренне. Здравствуйте, мои дорогие скорпионы. Хотелось бы мне знать, как у вас проигрался июльский прогноз. Но здесь очень интересно. Здесь, в общем-то, все идет продолжая, да. С чем заходим в август месяц? Королева жезлов и четверка пентаклей. Главным образом здесь идет, знаете как, вот это вот королева жезлов – это внутреннее состояние. Это внутреннее состояние наполненности, которое по четверке пентаклей как бы не желаешь раскидывать направо и налево. То есть это некая та энергия, которую не каждому готов дарить, что ли, да, то есть здесь все самое ценное только для себя, да, и больше никому. Ну, могут быть, конечно, варианты. Второй вариант, который здесь может быть, это некий человек, который появился в вашем поле, да, в вашем пространстве. И этот человек представляет для вас такую ценность, что вы этого человека не хотите ни с кем делить. Здесь может быть как и один, и другой вариант, у кого как, в общем-то, проиграется. Но дело здесь в самой ценности, да, вот этой энергии. Это прекрасная энергия, очень мощная, красивая, творческая, мега сексуальная, которая сподвигает вас к переменам внешним. Это то, что вы хотите изменить в себе, поменять в себе, да, или что-то вы делаете или начали делать, да, и вот это вот ценное, вот это вот прекрасное, вот это вот состояние, оно не для всех, оно только для либо избирательно для человека другого, да, либо большей частью, но здесь в любом случае большей частью как бы для себя это состояние. Что август показывает? Опять-таки у нас выходит шестерка мечей и паж пентаклей. Здесь отправиться в путь за новыми возможностями. Как здесь будут развиваться события? Будут сначала новые возможности, потом путь, или
в путь с закрытыми глазами за новыми возможностями. Как? Здесь как бы она не хочет раскрывать, как это, или так, но главным образом она показывает, что колесо судьбы, фортуна, удача, она повернулась. Она уже повернулась. И это следствие того. Король мечей говорит о том, что это давно либо ожидаемый, либо некий простроенный план. То есть это не то, что с закрытыми глазами, там, закрыл глаза и в бездну бухнулся, да, собрал там котомку на плечо и пошел. Нет, здесь, видимо, открываются сначала некие возможности, которые вы увидите, и вслед за этими возможностями вы, в общем-то, отправитесь. То есть готовность следовать этим возможностям. Ну вот интересно мне все-таки, а в чем эти возможности? В чем? В чем вот эта вот чудодейственная возможность? Не хочет она говорить. Не буду я вам эти удручающие карты показывать. Не хочет говорить. Что? Прорыв. Тройка жезлов и туз мечей. Это говорит о неком прорыве, который открывает вам новый горизонт. Новый горизонт. Опять-таки у нас выходил здесь король мечей. Вполне возможно, что в вашем поле появится нежданно-негаданно человек, большой профессионал своего дела, да, по королю мечей, который будет способствовать вот этому прорыву, вот этому открытию нового горизонта для вас, да. И я бы сказала, но я и в июле видела, что есть движение. Во всяком случае, у меня этого движения не было, да, у меня движения не было, у кого-то, может быть, оно и было. Но опять-таки здесь очень мощное идет движение, которое я вижу, чувствую, ощущаю. У кого как, не знаю, будет желание, поделитесь. Туз жезлов и шестерка пентаклей. Опять-таки очень мощные энергии, очень мощные карты, которые говорят именно о прорыве, и причем очень неком таком мощном, стремительном. То есть здесь выход на какой-то новый уровень для вас. Если вы... вот по шестерке пентаклей что это? Это ученик, учитель, да? То есть это познание нового и обучение, возможно, передача опыта, получение помощи и оказание помощи, да? Но вот почему-то мне больше идет как некое обучение. То есть либо вы будете передавать, делиться своим опытом, либо вы будете учиться. Может быть и то, и другое вкупе. Но по тузу жезлов это мощный творческий потенциал, который вас так зажжет, что вы будете просто порхать, не по земле ножками ходить, да, а на крыльях летать. Так захватит, и так вам будет нравиться этот процесс, так вам будет нравиться эта перемена, и вообще в целом вот нечто, что-то долгожданное, да, вот ощущение чего-то такого, то, что произошло, что вот как бы долгожданное нечто, да, вполне возможно по тройке мечей, опять-таки, это некий новый горизонт. То есть, может быть, оно будет не так, как
мы себе это рисуем, представляем. Лучше вообще ничего не рисовать и не представлять, да. Здесь, что еще интересно, здесь собраны 3 энергии, да, то есть и воздух, и земля, и огонь, а вода предполагается в вас. То есть здесь соединение, гармонизация и выравнивание, которые, я хочу подчеркнуть, уже произошло. И благодаря этому выравниванию вот это вот колесо судьбы, оно повернулось, раскрывая новые горизонты. Что такое вода? Это открытое сердце, это чувство, это новый уровень чувствования самого себя и окружающего пространства. То есть здесь что-то будет такое очень, не то чтобы фантастическое, нет, вот здесь будет нереально. Но вполне возможно, по этим картам кто-то действительно отправится в некую поездку, которая даст новые возможности. Может быть, вы поедете на какие-то обучающие курсы, может быть, вас пригласят на какую-то выставку, может быть, вас пригласят, там, я не знаю, поделиться опытом, и это для вас некая новая дверь. Я бы сказала, даже не дверь, а врата в нечто новое. Что говорят дополняющие карты? Опять-таки они показывают, что в вашу жизнь заходят новые люди. Новые люди. Те люди, с которыми вам предстоит взаимодействовать. Долго или коротко, это, наверное, с каждым. Вот, по-моему, в прошлом месяце нам не показывали как бы самих людей, да, то есть оно стояло в преддверии этого, а здесь уже выходят новые люди, причем здесь как минимум 2 человека, а вообще в целом здесь довольно-таки может быть и 5, и больше, может быть, это вообще в целом некое новое общество, да, которое вам не знакомо, некий новый какой-то коллектив. Вообще я хочу сказать, что да, действительно, здесь по разнообразию лиц вполне возможно, что это некое мероприятие, куда вас пригласят, потому что я не могу сказать, что вот эти новые люди, они знают друг друга, да, то есть у них есть взаимодействие между собой. Как будто бы это некое такое место, куда приходят незнакомые друг другу люди, но они движимы одним, не знаю, объединены одним ремеслом, одной идеей или там нечто общее у них есть, да, и вот там для себя раскроете и себя, и некое новое начало. То есть это очень интересно, это очень интересно. Вы даже будете удивляться, что на свете есть такие люди, как и вы, что вам легко с ними общаться, что ну, здесь будет очень много интересного. То есть здесь опять-таки идет через внутреннее вот это восприятие. И это не столько волшебство, не столько некая такая нереальность, сколько удивления, что есть другие люди. Да, и они будут очень отличаться от того сообщества, в котором как бы вращались вы, но они будут очень близки вам. Они будут очень близки вам. Что показывают и говорят звезды? Что, смотри, вот происходит старт. Здесь на твоем пути возникает какое-то каменное чудище, которое хочет сбить тебя с пути и сказать, что это твои фантазии, что это твои фантазии.
Так вот, ты должен пройти этот барьер, как бы заключительный, переступить через это чудище и послать всех в сад и идти туда, куда ты шел. То есть не сбиваться с пути. Я не могу сказать, что это будет какое-то препятствие. Мне интересно, что это? Что это за такое чудище? Что там будут говорить? Ой, здесь кто-то будет на кулак наматывать сопли. Сопли, я не знаю, вы на самом деле соберетесь куда-то, видимо, в дорогу, или вы соберетесь уходить от кого-то, или, ну, в общем, здесь у каждого по-своему. И кто-то рядом с вами будет наматывать сопли на кулак и говорить, что не уезжай, как я тут без тебя, та-та-та-та-та, я же так сильно тебя люблю, я же жить без тебя не могу. Ну, в общем, какая-то такая бредятина. На самом деле это просто некие сопли, чтобы вас опять-таки отвернуть от серьезного некого шага в вашей жизни, от серьезной перемены в вашей жизни. Вот об этом говорят и эти, да, то есть здесь из сломанного корабля выйти в открытый космос и спокойненько пролететь вот именно туда, куда вам нужно, к вратам, да, к тем самым вратам. Что, какие рекомендации? Я вот теперь благодаря тому понимаю эту рекомендацию, хотя там есть еще дополнение. То есть, выбрав путь, будь решителен, будь смел и не поддавайся манипуляциям. То есть ты из этого вырос. Все, это уже в прошлом. Иди смело, иди открыто и двигайся к намеченной цели. Вот это вот она как констатация, да, то есть она говорит о том, что трансформация произошла, и сейчас наступает момент получения, как бы вот эти весы, они выравниваются в сторону изобилия, то есть в сторону соответствия того, как ты вырос внутренне, как ты вырос духовно, как ты вырос энергетически. И вот это вот выравнивание с материальным планом, чтобы что вверху, то и внизу, да, это закон Вселенной. Вот происходит это выравнивание, оно будет происходить в августе. Вот такой интересный у нас получился расклад. Здравствуйте, любимые стрельцы. Довольно-таки неоднозначный будет август. Я уже тут, чтобы разобраться в вопросе, с чем заходим в август месяц. Четверка жезлов и умеренность. Некая, это в первую очередь внутренняя гармония, которая, казалось бы, вот она уже настала, и хочется думать, что она переходит на внешний план жизни, да, на материальный план. Так вот, она здесь становится и подается умеренно, то есть по мере. Потому что внешнее, оно очень сопротивляется вот этой внутренней гармонизации, которая должна выйти на материальный план повсеместно. Почему она сопротивляется? Потому что не все еще окончено. Да, то есть есть некий ссор, который еще остался по пятерке чаш. Но по пятерке жезлов есть просто такое неотвратимое желание поставить точку. А по пятерке чаш это поставить точку в отношении с чем-то, с кем-то, с прошлым, с людьми.
с событиями, да, то есть когда все пусто, все сгорело, и только воля говорит иди. То есть здесь почему это становится на умеренность, да, меня это немножко малеха взбесило, что опять не так. Ну вот, опять не так, что не все еще доработано, да, еще не все доработано. Что недоработано? То, что каждый из нас знает сам. То есть вот этого вот быстрого взмаха и выход на некий свой новый уровень, он должен пройти по справедливости. То есть здесь нужно ставить точку для того, чтобы полноценно заработал вот этот внутренний источник, для того, чтобы освободить окончательно и место в сердце и разгромоздить вокруг себя. Решение окончательное должно быть принято. То есть здесь в августе обстоятельства, они будут складываться таким образом, что то, что было, казалось бы, вяло текущим или не особо как бы мешающему процессу, вдруг становится как некий затор, который нужно уже окончательно выдрать, выбросить для того, чтобы идти дальше. Потому что иначе здесь вот это вот затор, он стоит как бы препятствием вот этим новым возможностям, новой жизни, вот этому новому пути, горизонту с абсолютно другим потенциалом внутренним. Но здесь, чтобы примитивно объяснить, да, как это может быть, это может быть так, что вы пребываете в неком состоянии такого не то чтобы ожидания, да, но некой такой возможности, и вы готовы при появлении этой открывшейся возможности, открытой форточки, да, просто выпорхнуть через нее. Но хвостик или лапка привязаны к кому-то, да, или к чему-то. Вот здесь нужно освободить этот последний крючок и поставить точку. Если мы хотим новых отношений, то здесь на старых нужно ставить конкретную точку, то есть все. Если мы хотим новой работы, то на прежней работе надо ставить точку. И если мы хотим нового окружения, то на старом окружении нужно ставить точку. И вот здесь мне немножко непонятно, но в принципе все говорит к тому, что сначала ты ставишь точку, а потом, в общем-то, открывается как раз-таки затор, уходит, и открывается вот этот некий новый путь, да. Опять-таки по королеве мечей это некое резкое движение, принятое решение, подтвержденное действием. Вот так. Но по этим картам я хочу сказать, что это помощь от внешнего пространства. То есть здесь как будто бы спровоцируют такую ситуацию, которая просто вот настолько прям допечет до самого нутра, да, что здесь просто рубанешь и скажешь всем до свидули, да, аривидерчи. Пишите письма на деревню к дедушке. То есть здесь как-то так. Очень интересный, хотелось бы сказать. Он будет как бы не то, что эмоционально тяжелый, здесь ничего тяжелого я не вижу. В жизнь кого-то зашел новый человек.
И вот этот человек, опять-таки, этот человек может быть у каждого свой. Может быть, это новый человек как в качестве работодателя, да, или это человек, который запал вам в сердце, да, и не должно быть никаких каких-то колебаний, что ли, да, то есть может быть здесь такое, что я вот жду, когда этот человек там предложит мне место, да, или этот человек как-то ответит взаимностью. Все сыграется иначе, то есть сначала здесь будет конкретная точка, выход из прошлого, и дальше открываются возможности. И вполне возможно, что вы не ставите эту точку, потому что вы как раз-таки ждете некого сигнала, да, но сигналом к новому будет как раз-таки некий вот внешний толчок, который спровоцирует как некое подобие, может быть, скандала, выяснения отношений, или там опять куча каких-то претензий, заданий, расписаний, еще чего-то, да. И вот здесь как бы будь как будет, не имея как бы вот этого сигнала, да, здесь как будь как будет, вот просто рубанул и все. Причем вот это вот сочетание, в данном случае рыцаря мечей и верховной жрицы, он будет как будто бы не до конца осознанным, то есть будь что будет, вот именно так. Отрубил и пошел дальше. И это получается как бы правильным неким таким решением в этой головоломке для выхода, для того, чтобы как раз-таки вот этот вот мелкий самый крючок, этот ссор, как бы из себя вымести. И вот тогда выходит шестерка жезлов и король жезлов. То есть на него ложится и тройка жезлов, и восьмерка жезлов, король мечей. То есть выход из неких ограничений, то есть рубануть, переступить и пойти дальше. Вообще очень интересно здесь получается, здесь как будто бы есть новые персонажи, то есть здесь есть новые люди в августе месяце, да, но эти новые люди, они как будто бы скрыты под пологом. И мне до конца не ясно, как этот полог как бы срывается, как он, этот покров уходит. То есть они как будто бы есть, но как будто бы они скрыты именно вот некой такой, как вуалью. Вполне возможно, что вот этот резкий, как бы он дает. Вот о чем они говорят? Опять-таки они говорят, что здесь нужно через свою ценность, даже если ты не видишь человека, возможности, даже если у тебя нет этого как бы сигнала, предложения, да, то через все-таки свою ценность, через то, что ты обрел ее, да, и ты уже на себя смотришь иначе. Вот прям переступить, и это получается по страшному суду. И страшный суд, видимо, в данном случае срывает вот этот вот, как бы вот эту накидку, вот эту вуаль. Потому что следом, да, вот я запрашивала на эту пару, следом идет влюбленный, семерка мечей и семерка пентаклей. То есть это как раз-таки выход на некий путь, ведущий к той самой гармонии, но уже на другом уровне, то есть другого уровня. Дополняющие карты, они опять-таки показывают, что здесь много разговоров, попытка вывести вас из чувства равновесия. И знаете, что еще интересно? Вот здесь как будто бы
то окружение, которое есть у вас на данный момент, как бы прошлой жизни, да, оно тоже не проявлено. То есть здесь оно не проявлено какими-то персонажами. Как будто бы в вашем поле их уже нет, но какие-то их хвосты еще остались в вашем поле. И их нужно отрубить. И тогда вот эти вот непроявленные, они уйдут и проявятся новые люди. Потому что здесь есть люди нового и есть непроявленные, но проявленные через воздействие на вас люди прошлого. Попытка выяснить с вами отношения, попытка якобы благими намерениями понять, что вы хотите, куда вы идете, зачем, что вы делаете, а зачем тебе это, а для чего тебе это, а зачем тебе туда, а что ты делаешь, а с кем ты разговариваешь, а для чего тебе там нужны все эти штуки, приборы, то есть по-разному, но вот это внешнее, оно прям будет как бы наталкивать вас на некий скандал. И в августе вас прорвет настолько, что, в общем-то, те непроявленные персонажи прошлого, но застрявшие как бы в вашем пространстве, они, в общем-то, уйдут. Уйдут опять-таки через вот это резкое отрубание. Очень интересно, здесь еще показывают, очень это коррелируется, как бы резонирует с раскладом для скорпионов. Здесь тоже выходит некое такое общество, может быть, возможно, кого-то, возможно, не всех, возможно, это будет не в августе, возможно, это будет в августе, у кого-то это может быть чуть-чуть туда дальше. То есть здесь как будто бы вы попадаете в некое общество незнакомых вам людей, незнакомых вам как бы, ну, в плоском понимании, да, но близких вам по сердцу, близких вам по духу людей. И эта возможность есть. Я поняла, знаете как? Здесь почему? Потому что вот на самом деле есть некий якорь, опять-таки вот в этом ссоре, который идет как бы из прошлого. И вполне возможно здесь будет некое приглашение посетить что-то, побыть где-то, да, то есть в каком-то обществе. И вот здесь возникнет некая такая конфронтация. А зачем тебе, а куда ты, а что это, а для чего это, а что тебе от этого будет, а что мне от этого главным образом будет. Ну, в общем, они говорят, что не надо никому ничего доказывать. На конкретный вопрос они не отвечают, потому что это, опять-таки, информация закрыта. Закрыта, потому что, скорее всего, это тоже как некий момент проверки и выбора свободной, то есть свободного выбора, да, волеизъявления своего. Но, как бы там ни было, такое ощущение у меня, что в августе мы устанем от разговоров, от каких-то переговоров. Здесь не столько мыслей, сколько именно какого-то вот общения, встреч, разговоров с людьми. Что звезды скажут для стрельцов на месяц?
Ну что, в общем-то, ты творец своей собственной судьбы, и у тебя стоит прямой путь. То есть старт, прямой путь и выход в новую жизнь. И при этом нет никаких препятствий. Абсолютно нет никаких препятствий. То есть все, вот твоя ракета, она уже стартанула. Все, она уже стартанула. Осталось только как бы откинуть якоря, да? Сбросить балласт. И вот здесь есть нечто такое, знаете, то, что, опять-таки, это, скорее всего, по страшному суду, когда тебе дается. То есть это как некое воздаяние, некий дар. Некий дар. Это говорит о том, что есть момент помощи, да, это вот как управляемый старт, но управляемый не тобой, а более могущественными программами, более могущественными структурами, более могущественной энергией. Но это все благодаря именно твоей работе и благодаря твоим действиям. То есть здесь так показывают. Ой, что-то они со стрельцами на август прям вообще. В общем, здесь все пусто, все сгорело, все. Ты стоишь там, где все пусто, все сгорело, и теперь тебе нужно последнюю змеюку рубануть. И, в общем-то, то есть это балласт некий для выхода на новый как бы уровень.